Всем привет! Меня зовут Маргарита. Сегодня с вами мы будем вязать Пьеро. Написала схему я по просьбе Зинаиды Кручининой. Вот такая вот у меня в итоге получилась игрушка. Покажу вам ее со всех сторон. Шапочка, конечно, снимается. Вязала я, постаралась написать схему попроще, чтобы не вязать отдельно одежду. Решила сделать все одним целым, что одежда и игрушка это будет одно целое. Итак, значит, что понадобится нам для этой игрушки? Естественно, белая пряжа, так как вязать мы будем в основном из нее. Вот такая вот у меня. Значит, пряжи белой нужно 2 мотка. Далее вот такой цвет я использую, чтобы сделать губку. Можно и без губки обойтись, но если вдруг вам лучше сделать губку, то лучше возьмите пряжу подходящую. Красную я посчитала не нужно, так как бледное как бы белое лицо, красный цвет сюда никак не подойдет. Ни красный, ни розовый. И черный цвет мне понадобится для волос и бровей. Ну и, соответственно, капельки слезы. Далее наполнять будем синтепоном. У меня вот такой вот в виде шариков в этот раз. Вот. Глазки 10 мм на безопасном креплении. Если нет, то подойдут на клеевой основе. Я использую фетр для яблок. Буду делать яблоки, вот такие вот овальные. Вот. Если нету фетра, то я думаю, что можно и без этого обойтись. Просто глазки вставить и все. В общем, фетр у меня 2 мм, толстоватый. Лучше, конечно, если он будет потоньше. Я вот такой вот образец вырезала из бумажки. Он у меня вот такой вот размер получился. Овал 2 на 1,2 миллиметра. Нет, 1 сантиметр 2 миллиметра. Вот такой вот овал у меня получился. Можно чуть-чуть поменьше. Вы там уже посмотрите по своему усмотрению. Далее крючок 2,5. Вот ножнички и иголка для сшивания, соответственно, широким ушком. Помпончики тоже будем делать по ходу вязания. Я покажу, как их делать. Вот. Ну, в принципе, все, что нам нужно для этого Пьеро. Начинаем вязать. Итак, сначала вяжем руки, так как они у нас будут ввязываться в тело. Поэтому начинаем вязать руки. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первую петелечку вяжите слабее, чтобы можно было вдеть. Итак, 6 столбиков без накида провязываем в кольцо. Провязали, стягиваем кольцо. Второй ряд. 6 прибавок подряд. В каждый столбик мы вяжем по 2 столбика. Так, первый столбик, второй столбик туда же. Это для тех, кто вдруг к нам присоединился. Меня там как-то спрашивали, а как вязать прибавка? Как выглядит прибавка? Первый раз вяжем. Вот прибавка выглядит так. В один столбик мы вяжем 2 столбика. Прибавка состоит из 2 столбиков в один. Итак, мы вяжем 6 прибавок подряд, и в ряду у нас 12 столбиков. Провязали, берем ниточку контрастного цвета, чтобы не потерять наши ряды, начало ряда, чтобы не потерялось. Итак, следующий ряд, третий, мы будем вязать за заднюю стеночку петли 12 столбиков. За заднюю стеночку петли, вот за половиночку петелечки, заднюю стеночку вяжем 12 столбиков. Не забудьте зафиксировать хвостик вот здесь сзади, за юбочки столбика. Так удобней фиксировать. Натянули и
вяжем дальше. Далее, с 4 по 20 ряд мы вяжем без изменений 12 столбиков уже за обе стеночки петли. Начинаем вязать с 4 по 20 ряд без изменений. Параллельно наполняем руку синтепоном. Итак, провязали, наполнили. Под самый верх немножечко посвободнее наполняйте. Тут поплотнее, а тут посвободнее. Теперь мы будем соединять два края столбиками без накида. Два края вместе. 5 столбиками без накида. Значит, берем и соединяем. Связываем два края вместе. Раз. Два. У меня тут как раз осталось немножечко этой ниточки. Я ее решила использовать на руку. 3. 4. Мне как раз хватило. 5. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Ручки будем привязывать. Теперь мы будем вязать рукав. За передней стеночки петли 3-го ряда присоединяем ниточку. Значит, находим здесь, где у нас переход. Вот он, переход. Я берусь за крайнюю петелечку, присоединяю ниточку. Присоединила, стянула и сюда же провязываю столбик. Это будет первый столбик. Провяжем мы этот ряд так. 2 столбика без накида и прибавка. 2 столбика, прибавка. Прибавка у нас 2 столбика в одну петелечку. Если вдруг к нам присоединились те, кто только научился вязать. Параллельно прячем ниточку. Итак, 1 столбик, следующую петелечку 2 столбик, следующую петелечку мы провяжем 2 столбика. Это будет у нас прибавка. Так, мы повторяем 4 раза. И в ряду у нас 16 столбиков. 1, 2 и прибавка. И прибавка. Мы не делаем здесь никаких соединений, воздушных петель подъема, вяжем по кругу. Теперь со 2 ряда по 15 ряд мы провяжем без изменений 16 столбиков. У нас такой будет рукав длинный. Провязали 15 рядов. Вот где заканчивается ряд, да? Получается, он перекрученный. Так как мы будем привязывать ручку таким образом, то я предлагаю провязать еще, он будет привязываться, например, так к телу, да? Провязать вот сюда до серединки и здесь как бы закончить ряд. То есть, чтобы вот этот вот переход он был как бы не здесь, а лучше пусть он будет с внутренней стороны руки. Поэтому довязываем еще определенное количество петелек
столбиков, чтобы дойти до середины рукава. Вот так вот, когда берем ручку, вот так вот сложили, вот, дошли до серединки, и все, здесь делаем соединительный столбик в следующую петелечку, вот таким вот образом, и еще один соединительный столбик, отрезаем ниточку и спрячем ее. Вот здесь будет переход у нас внутри. Вот. Вяжем так 2 руки. Вот такие вот получаются ручки у нас. Так, вяжем голову. В кольцо набираем 8 столбиков без накида. Свободнее делайте первую петелечку. Итак, в кольцо набираем 8 столбиков. 1, 2, 3, 8. Набрали, стягиваем колечко и провязываем 8 прибавок подряд. В каждый столбик вяжем по 2 столбика. 1, 2. Первая прибавка. 1, сюда же. 2. Вторая прибавка. Так, вяжем 8 прибавок подряд. И в ряду у нас будет 16 столбиков. Третий ряд. Столбик и прибавка повторяем 8 раз. Берем маркер, ниточку контрастного цвета и вяжем столбик, прибавка, столбик, 1, следующий столбик, прибавка, следующий столбик, 1 столбик, следующий столбик, прибавка. Так, вяжем 8 повторений. В ряду у нас будет 24 столбика. Четвертый ряд. 3 столбика и прибавка повторяем 6 раз. 1, 2, 3 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 30 столбиков. 1, 2, 3. Прибавка. Прибавка — это 2 столбика в 1 столбик. Если еще раз повторяю, если вдруг к нам присоединились те, кто только начал вязать. Давайте зафиксируем наш кончик вот этот, чтобы не распутался. Хорошенько стягиваем и фиксируем. Продеваем. Петелечку и делаем узелок. Пятый ряд. 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4 столбика и прибавка. 2 столбика в 1 петлю, в 1 столбик. Дальше опять 1, 2, 3, 4 и прибавка. И в ряду у нас будет 36 столбиков. Шестой ряд. 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. 3, 4,
5 и прибавка. И в ряду у нас 42 столбика. 7 ряд, 6 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 48 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Теперь с 8 по 10 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков. Провязали. 11 ряд. 6 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас останется 42 столбика. 2, 3, 4, 5, 6. Убавку делаем за передние стеночки петли. Раз, взяли за один столбик и за второй, за передние стенки петли. 3 петли на крючке, провязываем их. Вернее, 2 петли на крючке провязываем вместе. Таким образом сделали убавку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. За передние стеночки петли взялись. Раз. И за второй столбик. Провязали 2 столбика вместе. Таким образом сделали убавку. Итак, продолжаем до конца ряда. 6 столбиков и убавка. Теперь с 12 по 14 ряд, то есть 3 ряда, 12, 13 и 14 ряд мы провяжем без изменений 42 столбика. Итак, значит, смотрите, сейчас мы, после того, как мы провязали 14 рядов, да, 12, 13, 14 ряд провязали без изменений, я предлагаю на этом этапе сделать волосы. Волосы мы будем делать не так, как я делала в предыдущих каких-то видео, где мы там надо было добавлять волосы. Мне там не очень нравится этот вариант, потому что волосы могут развязаться. Не знаю, как этот вариант, насколько прочный, но по сравнению с другим вариантом, который у меня есть в видео, этот вариант мне более такой вот, более интересен. Значит, смотрите, берем для начала, берем коробочку, ну, примерно коробочку, там, не знаю, что там у вас будет под рукой, 11 сантиметров в длину. Берем нашу ниточку цвета черного, так как волосы у нас черные, и наматываем, вот так вот, оставив тут небольшой хвостик, и наматываем вот так ниточку. Сколько надо, я не знаю, это мы уже по ходу, когда будем волосы цеплять, будет видно, сколько нам нужно. Вот так вот намотали, отрезали здесь, затем аккуратненько вот здесь вот снимаем, и также тут перерезаем. И вот такие вот получились у нас волосики. Могу вам сказать, если вам интересно, сколько у нас они получаются. Даже этой короткой линейки мне не хватит, значит 20, где-то 24
сантиметра. Больше не нужно. Ну ничего, даже если у вас чуть больше будет, просто потратите немножко больше ниток. Вот, 24 сантиметра у нас должно получиться нить длиной. Значит, смотрите, как мы будем делать. Значит, мы вводим, здесь, конечно, будет вот первый волосик, мы должны ввести его сюда посерединке. Так как у нас здесь затянута серединка, будет неудобно делать это крючком, поэтому я предлагаю взять иголочку. Вот, взяли иголочку. Вот, продели именно вот так вот. Здесь один, ровный кончик у нас, да. И вот у нас эта лицевая сторона. Вот вводим с лицевой стороны в серединку. Вот, вывели. Все, иголочка нам не нужна. Оставляем здесь хвостик, до конца не вытягиваем. Дальше берем вторую ниточку, сложили пополам, вводим крючок в петелечку. Немножко можно стянуть, чтобы не сильно. И вот у нас, смотрите, у нас есть ряды, да? Вот они. Вот. И мы будем крючок между рядами, получается, вот между рядами под столбики вводить под каждый столбик вот так вот. То есть волосы у нас будут располагаться между рядами. Вот тут вот. Итак, значит, в петелечку вводим крючок и выводим в первый столб, между первыми столбиками, между первым и вторым рядом. Вывели крючок, захватили ниточку, держим, вытягиваем сюда, в эту петелечку, предыдущую ниточку натягиваем. Все, 2 волосика у нас уже есть. И так по порядку. В следующую, вот сюда, между 2 рядами, пропускаем крючок, берем ниточку. Естественно, здесь мы края соединяем, чтобы одинаково было. Захватываем ниточку и вытягиваем сюда, в эту петелечку. Естественно, ниточку предыдущую опять же натягиваем. Натянули. Дальше выводим в следующий ряд. Немножечко как бы неудобно, но это как бы приловчиться можно. Следующий столбик, между столбиками выводим крючок, берем ниточку, соединили, взялись за петельку и вывели сюда. Получается, мы так провязываем. И предыдущий волосик, предыдущую ниточку мы натягиваем. Следующий. Так по кругу у нас получится. Мы располагаем волосы. Предыдущую натягиваем. Это немножечко так вот как бы кропотливая работа, но она того стоит. Вот. Объясню, как делала я до этого. Я просто брала. Мне, конечно, этот вариант не очень нравится. Вот видите, сразу как будто волосы как бы оттуда торчат. А так мы делали так. Вот так вот продевали. Опять же, между столбиками брала я ниточку, так, вытягивала и пропускала эти 2 ниточки сквозь эту петелечку. Натягивала, и получился вот такой вот узелок. Да? Вот. Это так тоже можно. Если хотите, можете и так тоже цеплять. Но мне вот то, что вот этот узелок можно постоянно, если волосы тормошить, да, он просто будет распускаться. Вот. А здесь уже, мне кажется, более надежнее. Вот. И таким образом мы будем по кругу, сейчас я скажу, сколько рядов, мы пропустим волосы, вот 4 ряда будет волос у нас. Не считая серединки, будет 4 ряда. Это первый ряд, потом второй, третий и 4-й ряд.
так вот пропускаем по спирали, как у нас идут ряды, ну, смотря в каком направлении вы начали, конечно, это делать. В общем, 4 ряда волос будет у нас. Делаем. Я надеюсь, что вы поняли. Итак, провязали мы волосы, присоединили, значит, 4 ряда. Вы можете, по желанию, если у вас есть клей для ткани, здесь смазать волосы, ниточки, чтобы они не вытянулись. Если ваши детки любят тянуть за волосы, они, конечно, при желании смогут их вытянуть. Вот, чтобы этого не случилось, можно с этой стороны, пока есть доступ, промазать клеем для ткани, подождать, пока высохнет, и продолжить дальше вязание. Дальше нам надо будет делать челочку, но мы пока на этом этапе остановимся. Последнюю ниточку мы оставили вот так вот, петелечку. Вот. Потом, уже после того, как мы вставим глазки, мы посмотрим, где они у нас располагаться будут, и уже оттуда будем смотреть, где нам надо делать челку. Поэтому пока мы оставим волосы и продолжим вязать. Следующий ряд у нас 15. 15 ряд вяжется так. Вяжем 11 столбиков без изменений. Столбиков без накида. 11 столбиков. Провязали. Дальше вяжем столбик, прибавка. Повторим 4 раза эту комбинацию. Это первая комбинация. Столбик, прибавка 2. Так, сейчас. Столбик, прибавка 3. Столбик, прибавка 4. Далее 1 столбик провязали в следующий столбик, затем 2 прибавки подряд, 1 прибавка, это 2 столбика в 1 столбик, и 2 прибавка. Затем вяжем 1 столбик и повторим комбинацию, но начнем с прибавки. Прибавка, столбик 1, прибавка, столбик 2, прибавка, столбик 3 и прибавка, столбик 4. Вот, повторили 4 раза эту комбинацию. И 11 оставшихся столбиков довязываем до конца ряда. 16 ряд. Вяжем 24 столбика без накида. Дальше вяжем 4 прибавки подряд. Раз прибавка. Только внимательно, главное, столбики не пропустите, так как тут получается плотненько. 2 прибавка. 3 прибавка. И 4 прибавка. И 24 столбика довязываем до конца ряда. 17 ряд. Вяжем 25 столбиков без изменений.
провязали. Дальше отсчитываем 6 столбиков и их пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий столбик. Со следующего столбика начинаем вязать. Соответственно, выводим вот эти вот наши столбики в лицевую сторону. Здесь хорошенечко натягиваем, чтобы не было пространства, чтобы соединить наши эти столбики. И провязываем. И так дальше довязываем 25 столбиков до конца ряда. Вместе с вот этим вот столбиком, который у нас сейчас стянулся, будет 25. Всего в этом ряду в 17 50 должно быть столбиков. Это у нас с вами получился носик. Такой вот. Теперь 18 и 19 ряд мы провяжем без изменений 50 столбиков. Итак, на этом этапе будем вставлять глазки. Значит, смотрите, так как у нас тут волосы неудобно, да, будет считать, я предлагаю отсчитывать назад. Нам надо найти 11 и 12 ряд. Между 11 и 12 рядом мы будем вставлять глазки. Поэтому считаю я как бы назад. Это у нас был 19 ряд, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Вот 12 и 11. Между 12 и 11 рядом. Как расположить глазки? Значит, на расстоянии, значит, глазки у нас на расстоянии 9 столбиков. Между глазками у нас 9 столбиков. Как их отсчитать и расположить? Вот у нас есть для этого носик. Над носиком у нас вот ряд. Да? Вот ряд над носиком. И я вот на него ориентируюсь. Это серединка. Отсчитываю от него, его не считая. 1, 2, 3, 4 сюда. И от него 1, 2, 3, 4 сюда. 8. И вот эта серединка будет 9 столбиком. И в итоге у меня 9 столбиков между глазками. Вот. Перед тем, как вставлять глазки, я предлагаю взять фетр и вырезать вот такой овал. И в фетре сделала как бы прорези, чтобы удобно было вставить. Сделала прорези чуть не посерединке, а чуть-чуть краюшку, чтобы глазик не посерединке лег. Значит, сложила вот так вот, ножничками немножко прорезала, потом вот так сложила и прорезала. Так вот крестик прорезала. Вот. Дальше я тут, естественно, беру вот так вот, раздвигаю, чтобы удобно было, вставляю глаз. Вот. Вот такой вот получится глаз. Один и второй также. Это как бы имитируем глазное яблоко. Именно таким вот образом. Это по желанию. Можете этого не делать, если не хотите. Вот. И я буду вставлять уже вместе с этим. Я здесь уже начала раздвигать, чтобы можно было вставить. Все, вставили глазки, тут можно поправить, если вдруг вы использовали фетр, провернуть, чтобы ровненько они легли. Вот. Затем, естественно, вот это вот, так как будет оттопыриваться, у меня фетр толстый, я его потом приклею. Но это будет потом. Все, глазки вставили, вяжем дальше. 20 ряд. Вяжем столбик и убавка, повторяем 5 раз. Столбик, убавка за передние стеночки петли. Раз,
столбик и убавка. Два, столбик и убавка 5, провязали. Далее вяжем 20 столбиков без накида, без изменений. Провязали 20 столбиков. Теперь вяжем также столбик и убавка, только начинаем с убавки. Убавка, убавка, столбик, раз, убавка, столбик, 2, убавка, столбик, 3, убавка, столбик, 4 и последняя убавка, 5, убавка, столбик. И в ряду у нас осталось 40 столбиков. 21 ряд. Убавка. Так, значит, два столбика. Раз, два. Далее убавка, затем вяжем 28 столбиков без изменений. 28 столбиков. Провязали. Теперь делаем убавку. Эта ниточка, конечно, неудобная. Убавка, 2 столбика и последняя убавка. В ряду осталось 36 столбиков. 22 ряд. Провязываем 15 столбиков без изменений. Провязали 15 столбиков, дальше делаем 3 убавки подряд. Раз, два, 3 и 15 столбиков довязываем до конца ряда. В ряду у нас осталось 33 столбика. Итак, давайте пока на этом этапе нам надо сделать челочку, иначе мы закроем голову и мы не сможем потом челку сделать. Так как у нас здесь осталась одна ниточка не зафиксированная, как помните, да? Вот мы ее находим, вот наша петелечка. Нам надо зафиксировать. Зафиксировать и связать, можно сказать, даже не вязать мы будем, а вышить челку. Отрезаем ниточку такой вот, ну, такой длины, которую вам удобно будет шить. Если вдруг не хватит, мы лучше добавим, чтобы сильно длинно нитку не отрезать. Значит, что я делаю? Значит, я берусь где-нибудь здесь, зафиксирую эту нитку, которой буду я работать. Завяжу здесь просто. Не знаю, может, вы знаете, как зафиксировать вот эту последнюю ниточку, которая у нас осталась. Я просто не стала задумываться, как это сделать правильно, чтобы было. Поэтому я решила так, выбрать простой какой-то вариант, чтобы не думать. Значит, зафиксировала я эту ниточку. Затем я берусь, вдеваю
в эту нитку, петельку этой ниточки, натягиваю волосик этот, где он у меня, вот здесь, вот, натянула, и все, и еще раз вот так вот за какую-нибудь из ниток вот этих вот белых, да, чтобы уже зафиксировать петлю, чтобы она не вылезла. Вот так вот раз и еще раз. Все, я зафиксировала последнюю нитку, последний волос, который был. Теперь делать будем челочку. Челочка у нас будет располагаться вот эти два ряда, вот отсюда сюда. Ровная такая будет челка. Край я примерно вот приложила вот глаз. Если у вас с фетром, то вот от фетра вот раз, два, второй ряд, вот раз, вот первый ряд, да, фетр заканчивается, вот второй. И вот здесь я вставлю вот эту вот иголочку, это будет у меня начало челки. И конец челочки точно так же. Фетр, где заканчивается, вот, раз, два. Вот так вот примерно, чтобы одинаково было расстояние. Если у вас нет фетра, то от глаза получается раз, два, три, четыре, пять рядов, 5 столбиков. Вот, ну и все. Выводим иголочку, так как она у нас ближе с этой стороны. Значит, выводим иголочку вот здесь, вот сюда. Вот. И будем просто вот так вот столбик в столбик. Можно сделать две, как бы, ну, два сложения ниточку, чтобы меньше вязать, шить. Вот я пройдусь туда и обратно 1-2 раза. 2, вернее, 3 раза. Чтобы не было просвета так сильно заметно. Вот таким вот образом. Вот. Так вот прошьюсь сюда, потом обратно. Ну, чтобы не было просвета, несколько раз пройдусь. Вот. И все, такая вот будет у нас челка. Ну, вот такая вот челочка получится. Так, с небольшими пространством, конечно. Ну вот, можно просто коротко отрезать, да, ниточки здесь также как бы прицепить. Но я думаю, не стоит. Пойдет и такая челочка. Вот здесь мы берем ниточку нашу, просто зафиксируем и отрежем. Вот еще раз повторюсь, можете, ну, я как бы советую, конечно, все-таки так сделать, взять клей для ткани и промазать вот так вот здесь вот ниточки все, чтобы они держались, чтобы не вытянули волосы. Все, сделали это. Теперь дальше вяжем голову. Параллельно можем уже наполнять синтепоном и вязать дальше. 23 ряд. Провязываем 13 столбиков. Провязали. Дальше делаем убавку. Затем следующая убавка будет у нас состоять из 3 столбиков. Значит, 3 столбика вместе мы делаем убавку. Вот раз, 2 и 3 столбика.
Хорошенечко натягиваю, чтобы стянуть. Затем делаем убавку из 2 столбиков. Ну, обычную убавку, да? Также стягиваем, чтобы не было пространства свободного сильно заметно. И 13 столбиков довязываем до конца ряда. Здесь у нас формируется подбородок. 24 ряд. Вяжем 1 столбик. Затем у нас будет комбинация 4 столбика и убавка. Повторим 3 раза. 1, 2, 3, 4 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. Это первый раз мы сделали. 24 ряд. Вяжем столбик 1. Затем у нас будет комбинация такая: 1 столбик и убавка. Повторим 4 раза. Столбик, убавка. 1, столбик, убавка 2, столбик, убавка 3, столбик, убавка 4. Далее провязываем 3 столбика вместе, то есть делаем убавку из 3 столбиков. И также повторим комбинацию, но начнем с убавки. Убавка, столбик, повторим 4 раза. Это 1, убавка, столбик 2, убавка, столбик 3, убавка, столбик 4. И в ряду у нас остался 21 столбик. 25 ряд будет последним, но мы можем сейчас дополнить опять голову. Наполняем голову плотненько. Последний 25 ряд мы провяжем 4 столбика и убавка, повторим 3 раза. 1, 2, 3, 4, убавка. Повторяем так 4 раза. Это первый. И последний столбик просто провязываем 1 столбик. Это у нас был последний ряд. В ряду у нас осталось 16 столбиков. Делаем соединительный столбик в следующий столбик, ниточку отрезаем. Пришивать будем голову ниточкой от тела, поэтому здесь мы отрежем коротко. Все стянули. Если надо дополнить, еще дополнили. Набиваем голову плотненько. Значит, утяжку глаз мы делать не будем, так как за счет вот этого вывязывания у нас они как бы сидят так, как надо. Останется потом вот это просто приклеить. Итак, все, голову мы сделали. Ну, потом нам надо будет сделать брови, губки. Сделаем это уже потом на готовом изделии. Откладываем в сторону.